Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой торт с опрокинутой корзинкой роз. Украшать я его буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Торт этот делается совсем несложно. Главное здесь знать принцип, главное как расположить и как собрать эту корзинку. Боковины торта я даже не буду выравнивать. Я покажу вам здесь, как буквально за 5 минут нанести вот такую текстуру. Все это делается очень просто и быстро. Торт у меня здесь большой, 35 на 25 сантиметров. Все покажу и расскажу в этом видео. И сначала я соберу вот эту самую корзинку, которая у нас будет стоять на торте. Это своего рода тоже мини-тортик. Здесь у меня торт-сладкоежка внутри этого торта. И у меня от шоколадных коржей осталась вот такая шапочка. У меня есть на моем канале рецепт этого торта. И здесь я пекла торт на двойную порцию от той пропорции, которую я даю в видео в том. Ссылку на тот торт я вам оставлю в описании под этим видео. Корзинку здесь очень важно делать с монолитным основанием. То есть вы можете делать из какого угодно. Это бисквита, хотите из различных медовых коржей. Но главное, чтобы основа у вас была монолитная, чтобы эта корзинка у вас не разваливалась. И видите, постоянно уходим как бы на сужение кверху. Каждый корж мы делаем более узким. И сверху я уже просто такой одной половинкой сейчас все это закрою. Переднюю часть этой корзинки я тоже делаю сначала как бы ступеньку, чтобы вот эти розы держались, а потом более узкой делаю эту переднюю часть. Пропитываем эти коржи также в привычном режиме, то есть не нужно бояться их пропитывать, ничего с ними не произойдет, даже у такого малюсенького тортика. Наоборот, для вкуса это необходимо, здесь пропитка. Промазываю все просто масляным кремом на сгущенке, то есть тонюсенький совсем слой крема, просто чтобы зафиксировать эти коржи. Крем, который я использовала в начинке этого торта, у меня уже весь закончился, поэтому я здесь использую именно масляный крем. Это тот крем, которым я тоненьким совсем слоем выравнивала этот торт перед нанесением на него белково-заварного крема. Здесь я слегка округляю ножом вот эту всю корзинку. Вот это сделать очень важно, чтобы был у нас, в принципе, округлый вид у корзинки, а не какая-то квадратная непонятная конструкция. То есть здесь это нужно обязательно сделать. Сейчас этим же масляным кремом на сгущенке я выравниваю всю эту маленькую корзинку. Она здесь на самом деле не такая уже и маленькая. Вот это вот основание у нее где-то сантиметров 12 в длину. То есть она не маленькая, эта корзинка, потому что торт у меня большой. Я убирала ее сейчас, эту корзинку, где-то на полчаса в морозилку. Не в холодильник, а в морозилку. И сейчас, после морозилки, я промазываю также донышко этой корзинки, чтобы я потом могла ее переносить на уже другую подложку, и чтобы она у меня была полностью со всех сторон зафиксирована, эта корзинка. Я ее также убрала в морозилку пока что. С ней там ничего не произойдет, она просто сверху очень хорошо зафиксируется. И сейчас я показываю, как сделать элементарно просто сами розы. Крем я здесь варила дважды. Я варила сначала на розы и на корзинку, а потом я уже варила на обтяжку торта. Розы я делаю из насадки скошенная роза, 2 сантиметра на выходе. Цвет у меня здесь я брала для окрашивания самого крема розовый и буквально каплю коричневого цвета я туда добавила красителя, чтобы розы не были такими кричащие розовыми, а более такими пастельными в тоне. Делаю здесь 3 размера, то есть самый маленький вот здесь, больше и как бы средний. Больше я здесь останавливаться на этих розах я не буду, потому что я думаю, что здесь и так все понятно. Вот такой совет насчет цветов вообще хочу здесь дать. Я не советую здесь делать крупные вообще цветы, поэтому я и сама здесь делаю 15 розочек, совсем небольших, и больше из них я делаю таких маленьких. Буквально парочка здесь у меня будет крупных, которые я просто поставлю в основание всей этой корзинки, не больше. Оставьте немножко крема в этом мешке, потому что потом нужно будет сделать бутоны уже на самом торте из этого же крема, чтобы крем немножко был. Если вам, допустим, покажется, что у вас мало роз на эту корзинку, вы тогда из этого оставшегося крема уже по ходу выставления этих цветов на корзинку сможете парочку роз еще доделать, если они вам будут уже необходимы. И для этого оставляем всегда в мешке немножечко крема. Я беру крем, который я не размешала до конца, и этого же тона, которым я делала розы. Он где-то на несколько тонов у меня светлее, но цвет
тот же, просто посветлее. Я его не промешала до конца намеренно с белково-заварным кремом. Взяла просто скребок для теста, можете шпатель брать, можете даже нож брать, если у вас ни того нету. И я просто вот так слегка беру совсем небольшое количество крема и наношу на боковинку торта. И делаю как бы такой штришок. Потом, если у вас что-то там не получилось или вам не нравится, как вы нанесли, вот этот же рисунок можно нанести сверху. То есть здесь проблем вообще нет с этим покрытием боковинок. Главное, я советую брать тон не кричащий, потому что основное внимание в таких тортах всегда идет именно на эту корзинку и на сами цветы, чтобы вам вот этой боковинкой просто как бы не заглушить саму основную композицию. Можете и по-другому оформлять эти боковинки. Просто если брать какой-то орнамент, это будет перебивать уже вид самой корзинки. Зачищаю сейчас верхушечки этим же, в принципе, скребком. Потому что делается здесь все элементарно просто. У меня прошло уже минут 40, когда у меня вот эта заготовка сейчас лежала в морозилке. И я уже окрасила цвет для корзинки. Цвет у меня здесь коричневый у крема. Я буквально немножечко совсем крема взяла. Делаю как бы грунтовку под эту корзинку. Это сделать нужно обязательно. Во-первых, все вот эти вот просветы, которые будут у нас при нанесении уже из насадки этого крема, они все скроются. И чтобы сам крем, который мы будем наносить из насадки, вот эти полоски для корзинки, чтобы они ложились очень хорошо. И вот эту грунтовку ее нужно сделать обязательно не на торте, а вне торта, как я вам показываю. Сейчас при помощи шпателя и поддерживаю рукой переношу эту корзинку на торт. Ставлю в уголок, где она и должна стоять. Я ее ничем не закрепляю. Насадка у меня здесь 6 мм открытая звездочка, она у меня без номера. Такие насадки продаются везде абсолютно. Они продаются во всех наборах насадок, даже для начинающих кондитеров. И я плету здесь корзинку. Единственная особенность этой корзинки, которая отличает от классического плетения корзинки, вот такую вот перевернутую корзинку, то, что каждую вот эту вот длинную линию мы сводим как бы на конус. То есть мы делаем сужение к основанию корзинки. И все. Если вы будете прямо это делать, это будет некрасиво, и у вас будет как бы такой вот просто цилиндр. Этого делать не надо. Я думаю, что это и так понятно. Завершаю сейчас плетение корзинки, она плетется очень быстро. Главное, покройте ее этой грунтовкой, этим же цветом крема. И вам работать тогда будет гораздо проще. Начинку этого мини-тортика вы можете делать абсолютно любую. Сзади также оформляю корзинку. Крем здесь я варила дважды и на покрытие, и на цветы. Вам советую делать также вот в таких больших тортах, чтобы крем у вас долго не стоял. Лучше сварить его заново. На украшение такого большого торта и для покрытия, и для цветов с корзинкой у меня в общей сложности ушло белково-заварного крема из расчета порции на 300 грамм белка. Крем этот я разделила на 2 порции, варила дважды. Все, корзинка у меня в принципе готова. Потом я по верхнему ободку сделаю еще окантовку. Здесь делаю такое основание для цветов и выставляю розы. Начинаю с самых крупных, как я уже и сказала. Розы никуда не скатятся, не упадут с этой корзинки. То есть бояться не нужно. Начинаем снизу и идем как бы постоянно наверх. Выставляю теперь мелкие розы по бокам. И вот так вот как бы уже разлетевшиеся в сторону вот эти розы, которые выпали из корзинки, ставлю по 2 углам торта. И вот здесь вот спереди тоже парочку выставляю. Здесь 3 у меня примерно получились. 4 розы я сейчас еще доделала дополнительно, потому что мне не хватило этих 15. Поэтому крем еще должен оставаться в кондитерском мешке, если вдруг придется доделывать розы. Оформление корзинки закончила. Делаю бутоны из оставшегося крема. Делаю основание для веточек гипсофилы. Здесь у меня насадка 5 мм открытая звездочка, и насадкой 3 мм открытая звездочка делала цветочки из гипсофила просто белым кремом. Листики делаю из насадки 6 мм листик, то есть небольшой листик совсем я беру. Цвет зеленый фисташковый у меня, не беру здесь кричащий зеленый цвет. Выставляю несколько бабочек на торт. Заметьте, бабочки у меня здесь из вафельной бумаги. Бабочки эти абсолютно съедобные, они в принципе вкуса никакого не имеют, они не нуждаются ни в какой дополнительной изоляции.
Топпер этот я выкладываю, у меня он обычный покупной, он продается на всех маркетплейсах, такие топперы. Он элементарно просто убирается потом с торта. Бусины я здесь выкладываю на рисовой основе, то есть внутри они мягкие. Всегда советую покупать именно такие бусины для торта, вот это очень важно. Бабочки эти ничем я не изолирую, потому что вафельная бумага спокойно держится на белково-заварном креме. Она не размокает на нем. За это переживать не нужно. Не нужно изолировать их ни шоколадом, ни каким-то кремом, абсолютно ничем. Посыпала посыпками с боковинок. Немножко добавила по бокам также акцентами кондитерского сахара в коралловом таком цвете, чтобы немножко вот эта композиция как бы по-другому заиграла, потому что иначе будет все слишком розовое. Вот этого достаточно, я считаю. В принципе, торт мой уже готов. Вот такая композиция получилась. Делается этот торт совершенно несложно. Здесь главное сделать эту корзинку. Я вам показала, как я ее сделала. Крем абсолютно любой можете использовать для этой корзинки. Она будет также вкусная и с этим кремом очень пропитана. Если вы захотите такой торт транспортировать на какое-то дальнее расстояние, вам нужно ее зафиксировать тогда деревянными шпажками. Этот торт у меня перевозился по городу, поэтому я ничем эту корзинку не фиксировала. Но если вы сомневаетесь, лучше ее зафиксировать тогда на торте. Торт сам по себе устойчивый, тоже торт где-то 10 сантиметров в высоту. Торт у меня был рассчитан минимум на 30 порций. Как сделать сам крем белково-заварной? Вот такую подложку самодельную. Я вам все эти ссылки оставлю в описании под данным видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.